Анна Смирнова, 25-летняя жительница небольшого городка Пайнвуд, всегда любила природу. В один теплый летний день она решила отправиться на прогулку по новому маршруту в лесу довольно далеко от своего дома. Анна взяла с собой небольшой рюкзак с водой, перекусом и компасом, надела удобные кроссовки и любимую футболку. Она также захватила небольшой блокнот для зарисовок и карандаш, надеясь запечатлеть красоту леса. Погода была прекрасной, солнце мягко светило сквозь листву деревьев, птицы пели свои песни, создавая умиротворяющую атмосферу. Анна шла по тропинке, наслаждаясь красотой природы вокруг. Она фотографировала красивые цветы и необычные деревья, вдыхая аромат хвои и лесных трав. Время от времени она останавливалась, чтобы сделать набросок особенно живописного пейзажа. Время летело незаметно, и внезапно Анна поняла, что уже больше часа она идет по совершенно незнакомой ей части леса. Она попыталась вспомнить дорогу назад, но все тропинки казались одинаковыми. Анна начала волноваться, понимая, что заблудилась. Девушка достала компас, вот только она совершенно забыла, в каком направлении находится дом. Паника начала подкрадываться к ней. Тогда Анна глубоко вздохнула, пытаясь сохранять спокойствие. Она попыталась использовать мобильный телефон, чтобы определить свое местоположение, но к ее разочарованию в этой части леса не было сигнала. Батарея телефона почти разрядилась, и Анна решила выключить его, чтобы сохранить заряд на крайний случай. Она решила идти в одном направлении, надеясь выйти к какому-нибудь ориентиру. Анна вспомнила советы по выживанию, которые когда-то читала, и даже попыталась определить стороны света по мху на деревьях, хоть в этом и не было сейчас особого смысла. Солнце начало садиться, и в лесу становилось все темнее. Тени деревьев удлинялись, принимая причудливые формы. Каждый шорох и треск веток заставлял Анну вздрагивать. Она начала представлять, что за ней кто-то следит из темноты. Холодок пробежал по ее спине, когда ей показалось, что она слышит чье-то тяжелое дыхание. Страх постепенно овладевал девушкой. Она продолжала идти, стараясь не паниковать, но теперь уже усталость брала свое. Ноги гудели от долгой ходьбы, а в горле пересохло. Анна сделала глоток воды из бутылки, с тревогой отмечая, что запасы подходят к концу. Она попыталась подбодрить себя, напевая любимую песню, но звук ее голоса, казалось, только подчеркивал окружающую тишину. Вдруг Анна услышала странный звук. Это был вой волков. Она замерла на месте, пытаясь определить, откуда доносится звук. Вой становился все ближе, эхом отражаясь от деревьев. Сердце девушки заколотилось так сильно, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Анна попыталась вспомнить все, что знала о поведении волков, но страх затуманивал ее мысли. Анна увидела несколько пар светящихся глаз в сумерках. Стая голодных волков окружила девушку. Их силуэты двигались между деревьями, словно призраки. Вожак стаи, большой серый волк с шрамом на морде, медленно приближался к ней, обнажая острые клыки. Анна заметила, что его шерсть была взъерошена, а уши прижаты к голове, явные признаки агрессии. Сердце Анны бешено колотилось, адреналин зашкаливал. Она попыталась медленно отступить, но волки не отставали. Каждый шаг давался с трудом, ноги словно налились свинцом. Анна споткнулась о корень дерева и упала на спину, больно ударившись. Падение выбило воздух из ее легких, и на мгновение она не могла пошевелиться. Вожак воспользовался моментом и сделал резкий выпад. Его острые когти оставили глубокие царапины на руке Анны. Она вскрикнула от боли, чувствуя, как теплая кровь стекает по коже. Запах крови, казалось, еще больше возбудил волков. Они начали приближаться, облизываясь и рыча. Волк снова атаковал. На этот раз его зубы задели ногу девушки, разорвав ткань джинсов.
Анна почувствовала острую боль и поняла, что ситуация критическая. Она схватила ближайшую ветку, пытаясь отбиться от хищников, но понимала, что долго не продержится. Ветка казалась такой хрупкой по сравнению с мощными челюстями волков. В отчаянии Анна закричала, надеясь, что кто-нибудь ее услышит. Но ответом был лишь вой волков и шелест листвы. Она думала, что это конец, что никто не придет ей на помощь в этой глуши. Слезы отчаяния покатились по ее щекам. Анна начала вспоминать свою жизнь, семью, друзей, думая, что больше никогда их не увидит. Внезапно раздалось громкое ржание, похожее на боевой клич. Земля задрожала под копытами множества лошадей. Звук был настолько неожиданным и мощным, что даже волки на мгновение растерялись. Из-за деревьев появился табун диких лошадей. Их силуэты вырисовывались на фоне заходящего солнца. Анна не могла поверить своим глазам, думая, что это галлюцинация от страха и усталости. Лошади галопом неслись прямо на волков, земля гудела под их копытами. Волки в замешательстве отступили, не ожидая такого поворота событий. Анна не могла поверить своим глазам. Казалось, что сама природа пришла ей на помощь. Она почувствовала прилив надежды, наблюдая за этой невероятной сценой. Вожак волков, не желая так просто отказываться от своей добычи, попытался атаковать одну из лошадей. Но хищник тут же получил мощный удар копытом, от которого отлетел на несколько метров. Удар был настолько сильным, что волк с трудом поднялся на ноги. Анна услышала жалобный скулёж и увидела, как вожак хромает, отступая. Другой волк также был отброшен ударом лошади, жалобно заскулив от боли. Остальные члены стаи начали отступать, поджав хвосты. Поняв, что силы не равны, так как лошадей было слишком много, волки окончательно отступили и скрылись в лесу, растворившись в темноте. Анна с облегчением выдохнула, все еще не веря в свое чудесное спасение. Девушка смотрела на лошадей с изумлением и благодарностью, то и дело вздрагивая от пережитого ужаса. Табун начал медленно удаляться, но одна лошадь осталась. Это была красивая гнедая кобыла с белой звездочкой на лбу и большими умными глазами. Анна почувствовала странную связь с этим животным, словно они были знакомы всю жизнь. Лошадь осторожно приблизилась к Анне, словно понимая, что девушка напугана и ранена. Анна протянула дрожащую руку, и лошадь мягко коснулась ее носом, позволяя себя погладить. От прикосновения к теплой шерсти животного Анна почувствовала, как страх постепенно отступает. Она зарылась лицом в гриву лошади, чувствуя, как слезы облегчения текут по ее щекам. Анна ощущала невероятное спокойствие рядом с этим величественным животным. Казалось, что между ней и лошадью установилась какая-то необъяснимая связь. Кобыла внимательно осмотрела раны Анны, словно оценивая их серьезность. Анна заметила, что глаза лошади были полны сочувствия и понимания. К удивлению девушки, кобыла опустилась на колени, словно приглашая Анну сесть на нее. Анна колебалась, никогда раньше не ездив на лошади без седла. Но инстинкт подсказывал ей, что это ее единственный шанс выбраться из леса. Она собрала всю свою храбрость и решила довериться этому удивительному созданию. С трудом преодолевая боль от ран, девушка забралась на спину лошади. Она почувствовала, как мышцы животного напряглись под ее весом. Кобыла медленно поднялась, давая Анне время приспособиться и найти равновесие. Анна крепко обхватила шею лошади, чувствуя тепло и силу животного. Кобыла медленно двинулась вперед, осторожно выбирая путь между деревьями. Каждый шаг был плавным, словно лошадь старалась не причинить боль Анне. Девушка крепко держалась за гриву лошади, доверившись ей полностью. Она почувствовала странное спокойствие, словно знала, что теперь все будет хорошо. Так они ехали несколько часов. Ночь окутала лес, но глаза лошади, казалось, легко находили путь в темноте. Анна то проваливалась в полузабытье от усталости и потери крови, то вновь приходила в себя. Она потеряла счет времени,
полностью доверившись своей четвероногой спасительнице. Звезды мерцали сквозь кроны деревьев, и Анне казалось, что она путешествует через волшебный мир. Лес постепенно редел, и вскоре Анна увидела первые проблески рассвета. Вместе с ними появились и огни небольшого поселения. Это была деревня Оуквилл, расположенная в нескольких милях от Пайнвуда. Анна почувствовала, как надежда наполняет ее сердце. Она спасена. Жители деревни с удивлением наблюдали, как из леса появилась дикая лошадь с раненой девушкой на спине. Николай и Светлана Петровы, пожилая пара, первыми подбежали к Анне. Они помогли ей спуститься с лошади, бережно поддерживая бедняжку. Анна была измождена, ее раны кровоточили. Светлана быстро принесла аптечку и начала обрабатывать раны девушки. Николай вызвал скорую помощь. В ожидании медиков жители деревни окружили Анну заботой. Ей дали воды и укрыли теплым одеялом. Лошадь все это время стояла неподалеку, словно желая убедиться, что с девушкой все будет в порядке. Когда приехала скорая помощь, Анна с трудом рассказала о своем удивительном спасении. Медики были поражены ее историей. Перед тем, как уехать в больницу, Анна в последний раз погладила свою спасительницу. Лошадь тихонько заржала, словно прощаясь, и медленно пошла обратно в лес. В больнице Анне оказали всю необходимую помощь. Ее раны были серьезными, но, к счастью, не опасными для жизни. После полного выздоровления Анна часто возвращалась в тот лес, надеясь снова увидеть своих спасителей. Она приносила яблоки и морковь, оставляя их на поляне. Иногда ей удавалось издалека наблюдать за табуном, и каждый раз она узнавала среди лошадей свою гнедую спасительницу. Это невероятное приключение навсегда изменило жизнь Анны. Она стала защитницей диких животных и даже организовала фонд по сохранению популяции диких лошадей. Годы спустя, гуляя по лесу со своей дочерью, Анна увидела знакомую гнедую кобылу с белой звездочкой на лбу. Лошадь подошла к ним, позволив себя погладить. В этот момент Анна поняла, что чудеса действительно случаются, и что связь между человеком и природой может быть гораздо сильнее, чем мы думаем.